Друзья, Chromecast 2020, именно Chromecast 4K от Google, это тот самый TV-стик, который, в принципе, когда-то завоевал мое сердце. И шло время, я от него отказывался одно время. Но в 2024 году актуальность этого стика вернулась. Именно почему она вернулась? Почему его нужно купить именно в 2024 году? Он, кстати, появился в Китае на AliExpress, официально продается. И что тут самое интересное? Что же такого изменилось вообще на рынке ТВ-боксов и Android TV в целом, и Google TV в целом платформы, что он стал вот такой вот актуальным? Все это на канале Технозон. Поехали! Слушайте, я сейчас на сайте AliExpress. Здесь вот продается Chromecast. Это не единственное, где он продается. Смотрите, если я сейчас возьму, просто-напросто открою сайт AliExpress и введу там Google Chromecast, то мы увидим очень много этих предложений, вернее. И они действительно есть тут в огромном количестве. И пульты к ним есть, и чехольчики есть. Действительно много. Но что же такого произошло? Дело в том, что мне начали писать: слушай, а ведь на данный момент, если брать ТВ-бокс или ТВ-стики из Dolby Vision, из Dolby Atmos, то не так-то много конкурентов у Xiaomi Mi Box получается, у Xiaomi Mi TV Stick, которая на текущий момент, например, там Mi Box стоит приблизительно 49,90, 54 бакса, да, вот в таких пределах, там за 46 можно найти. Мы, в принципе, ссылку на Xiaomi тоже разместим в описании под видео, как и вот этот вот Chromecast. А еще вот подписывайтесь, нажимайте колокольчик, потому что вот без подписки смотреть это некрасиво, как минимум, если не сказать больше. И вот подписавшись, вы позволите нам развивать дальше наш контент. Смотрите, но дело в том, что Chromecast действительно обалденный конкурент с Dolby Vision, с Dolby Atmos, именно сертификацией. И при этом еще и с возможностями, которые есть вот не у всех ТВ-боксов, вообще не у всех ТВ-боксов. Давайте сначала посмотрим, что же есть такого у нас из Китая с Dolby Vision. Ну, Xiaomi Mi TV Stick, вот он 4K, и Xiaomi Mi Box 4K, чуть дешевле $50, и там действительно у нас iMlogic S905Y4 процессоры, iMlogic S905X4 у Xiaomi Mi Box, DTS лицензии, Dolby Vision, Dolby Atmos, 5-8 профиль, кстати, Dolby Vision, при этом Netflix, само собой. Ну и в принципе все, что о них рассказывать, вы можете посмотреть наш обзор. Есть у нас KM2 Plus Deluxe, который я выпускал обзор, предобзор был хороший, когда он был на Google TV, когда я получил на Android TV, там оказалось полный трэш в плане отваливающегося Wi-Fi. Нам это не понравилось. И что у нас? Ну, Kick PKP1, тут нет Dolby Vision. Да, он намного дешевле, там 44, за 36 можно в распродаже взять его. Очень обалденный ТВ-бокс Dolby Vision, вернее, без Dolby Vision, с Dolby Digital, с Dolby Atmos, вернее, с HDR 10 и 10+, хорошо подходит для Samsung, для телевизоров с HDR. Просто шикарно, как и Hamatic, там различные вариации, да. Но ближайший его конкурент вверх, это у нас вот Микулка M2 Plus Deluxe, именно с такими вот характеристиками в Dolby Vision, и все, а больше, ну, нам ничего из Китая не взять. И тут получается ситуация. Chromecast. Что же такого интересного в Chromecast? Дело в том, что специально для вас в свое время, когда Chromecast получил апдейт на Google TV 12, сделал обзор. Мне поэтому сегодня нет смысла его показывать. То есть есть мой обзор с апдейтом, и это обыкновенный вот у нас интерфейс Chromecast. Я вам покажу какие-то вырезки из этого обзора. Обыкновенный интерфейс Chromecast, само собой с поддержкой всех фич Chromecast. И тут у нас вопрос. У нас есть адаптивный Dolby Vision с адаптивным HDR. У нас есть нативный автофреймрейт. А это делает его действительно интереснее, чем, допустим, тот же самый Mi Box или Mi Box S. Да, у нас здесь стоит процессор iMlogic S905D3. Вы можете сказать, что там нет AV1 кодека, но извините меня. В 2024 году с нашим развитием интернета, ну да, AV1 кодек он хорош тем, что можно при меньшей скорости интернета передавать лучшее качество картинки. Само по себе конечное качество картинки у фильма в AV1 и в H265 или в H264 вы не заметите, его не будет улучшения самого качества картинки. Всего лишь будет уменьшение размера AV1 кодека при использовании AV1 кодека.
А в остальном всем, извините меня, все то же самое будет. Качество картинки будет то же самое. Но у нас получается в Chromecast Google TV 12 у нас есть автофреймрейт, у нас есть Dolby Vision, Dolby Atmos, нативный автофреймрейт через API от Google. Вот, пожалуйста, вам вырезка из диагностики Vimo. Конечно же, он воспроизводит 4К 60 FPS. Ну, я сейчас здесь не буду вам показывать различные моменты, но на нем работают все приложения. Сейчас я остановлюсь здесь, чтобы уже там не морочить голову никому. Но на нем будут работать все приложения по типу, там, допустим, того же самого Vimo Media Player, SmartTube Next, IPTV плееры с поддержкой именно вот этого вот автофреймрейта, которые работают через API от Google, и все классно. Но это единственный TV-стик, TV-бокс, который имеет официальный Google TV 12 по состоянию на 2024 год. Не смотрите на Rockchip и Allwinner, не сертифицированный, где стоит там 13-й Android. Это все полная фигня. Или 14-й даже потом пихал. Это все полная фигня. Официальный 12-й стоит только здесь. Развиваться он будет, развивается и будет получать обновления. А теперь, что же изменилось в самой структуре Android TV и Google TV? А это то, что в 2024 году у нас Android TV начал менять, во-первых, свою форму, начал менять принцип голосового поиска. Голосовой поиск на многих еще пытаются спасти в TV-боксах, удаляя старые обновления, и как-то он еще глобальный работает, но в основном уже он глобальным перестал быть, и люди используют голосовой поиск внутри приложений, как это и было изначально на Google Chromecast. Google Chromecast это то, к чему придут все TV-боксы на Android TV, на Google TV, потому что это изначальный первоисточник от самого Google. Во-вторых, интерфейс. Интерфейс на Android TV тоже стал очень сильно походить на Google TV, который есть у нас в Google Chromecast. Да, мы приходим к тому, что на Android TV еще можно как-то менять вот эти вот строки рекомендаций, их можно передвигать, но сама по себе реклама уже начала появляться, рекомендации фильмов не начали появляться. И мы приходим к вот такому вот примерно интерфейсу, как на Google TV. Со временем он на всех ТВ-боксах станет такой. И этот Chromecast у нас становится очень интересным. То есть у нас Google TV 12 с нативным автофреймрейтом, не через какой-то там TV Quick Action, через что-то еще, потому что это единственный TV-стик на Google TV сертифицированный, который имеет нативный автофреймрейт. У нас есть Dolby Vision, у нас есть Dolby Atmos, у нас есть DTS, и я им долгое время пользовался. Вы можете сказать, что в нем нет USB портов, но, пожалуйста, работают через переходники, через Type-C хабы. Я уже это дело показывал в самом обзоре. Через Type-C хабы вы можете завести себе и USB, и LAN порт отдельный. И это тоже работает. Он не работает при питании от USB вашего телевизора, но так и должно быть. Сколько Xiaomi Mi TV стиков погорело именно по этой причине. Здесь должно все идти через блок питания, через Type-C, либо USB блок питания, который включен конкретно в розетку. Поэтому в 2024 году это не то чтобы актуально, это очень актуально. Он тягает 4К 60 FPS, он тягает Netflix, Dolby Vision, он тягает все что угодно, что у нас присуще ТВ-боксам. Советую пойти посмотреть вот этот мой обзор, я там все детально описал. Ссылки разместил для вас в описании под видео, а вот цель этого видео получить в комментариях какие-то от вас, скажем так, аргументы за и против. Возможно, вы предложите другие варианты из Китая, и мы будем с вами их обсуждать и выпускать вот такие вот болтливые болтушки, скажем так, видео болтушки. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.